Есть страна, где находится одно из самых горячих мест на планете. Леса возрастом десятки миллионов лет, подземная сеть тоннелей длиннее экватора и деревня, где люди живут уже тысячи лет. В этой же стране есть остров, где люди едят землю, горнолыжные курорты рядом с мегаполисом и древние города, где 5000 лет назад делали операции на мозге. И все это одна страна – Иран. Когда большинство людей слышит слово «Иран», в голове всплывают новости, политика и нефть. Но если посмотреть на карту, геологию и историю этой страны внимательнее, становится ясно. Иран — это не просто государство, это один из самых странных и сложных регионов планеты. Место, где одновременно сталкиваются климатические зоны, тектонические плиты, древние цивилизации и современные мегаполисы. Сегодня мы отправимся в путешествие по этой стране и попробуем ответить на простой, но странный вопрос. Почему Иран можно назвать одной из самых необычных стран на Земле? Начнем с географии, но не с обычной карты и не с привычных представлений о ландшафте, потому что Иран — это место, где сама Земля будто решила выйти за пределы привычного и показать, на что она способна в самых экстремальных условиях. В центре восточного Ирана лежит пустыня Дэшт-э-Лут. На первый взгляд она может показаться вполне обычной. Бескрайние пространства песка, редкие скалы, сухая потрескавшаяся поверхность и почти полное отсутствие жизни. Но это впечатление обманчиво. На самом деле вы смотрите на одно из самых экстремальных мест на всей планете. Именно здесь спутники НАСА зафиксировали одну из самых высоких температур поверхности Земли – более 70 градусов по Цельсию. Это не температура воздуха, а температура самой Земли. Представьте, поверхность настолько раскалена, что к ней невозможно прикоснуться даже на секунду. В таких условиях не просто трудно жить, жизнь здесь практически невозможна. Некоторые участки Дэшт-э-Лут настолько суровы, что там почти полностью отсутствуют даже микроорганизмы. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно. Лут — это не просто пустыня, это целый мир экстремальных форм и явлений. Часть этой пустыни занимает плато Гандамберьян, одно из самых загадочных мест региона. С воздуха оно выглядит так, словно его поверхность была обуглена гигантским огнем. Темные, почти черные камни покрывают землю, создавая ощущение, будто вы смотрите не на Землю, а на фрагмент другой планеты. И это ощущение недалеко от истины. Камни здесь нагреваются до таких температур, что поверхность может становиться горячее, чем где-либо еще на планете. В течение дня они аккумулируют солнечную энергию, превращая это место в настоящий природный тепловой аккумулятор. И именно поэтому Гандамберьян часто называют одним из самых горячих мест на Земле. Но даже это не самое странное, что можно увидеть в Дэшт-э-Лут. Самое поразительное здесь — это калуты, огромные природные структуры, вырезанные ветром и водой за миллионы лет. Они поднимаются из земли, как гигантские башни и стены, создавая пейзаж, который больше напоминает руины древнего, давно исчезнувшего города. Когда смотришь на них, трудно поверить, что это не результат работы разумных существ. Эти формы слишком сложны, слишком архитектурны, чтобы казаться случайными. Некоторые калуты достигают высоты до 40 метров, образуя целые улицы и кварталы, между которыми можно буквально идти, как по заброшенному мегаполису. Именно поэтому первые европейские путешественники, оказавшиеся здесь, были убеждены – они нашли остатки неизвестной цивилизации. В их описаниях это место выглядело как город, стертый временем или катастрофой. Но реальность оказалась еще более удивительной. На самом деле, все это – результат работы природы. Миллионы лет ветра, песка и редких потоков воды медленно, почти незаметно формировали эти структуры. Без архитекторов, без инструментов, без замысла. И при этом с точностью, которая заставляет сомневаться в случайности происходящего. И, возможно, именно в этом и заключается главный парадокс Дэшт-э-Лут. Здесь, в одном из самых безжизненных мест на Земле, природа создала одни из самых впечатляющих построек, которые только можно увидеть. Иногда в пустыне можно услышать звук, который невозможно объяснить с первого раза. Это не ветер в привычном смысле, это не эхо и не шум далекой грозы. Это глубокий, протяжный гул, словно сама Земля начинает говорить.
Этот феномен называют поющими песками. Когда ветер проходит через определенные дюны, происходит нечто удивительное. Миллионы песчинок начинают двигаться и вибрировать синхронно. В результате возникает звук. Низкий, глухой, почти гипнотический. Он может напоминать далекий рев, гул огромного механизма или даже звук, похожий на хор, доносящийся из-под земли. Иногда этот звук длится всего несколько секунд, а иногда он может тянуться минутами, наполняя пространство странным, почти мистическим ощущением. В такие моменты пустыня перестает казаться мертвой. Наоборот, она будто оживает. Неудивительно, что люди, жившие здесь веками, находили этому явлению свои объяснения. Местные жители говорили, что это голоса духов пустыни. Что под песками скрывается нечто древнее, и ветер лишь помогает этому нечто напомнить о себе. В культурах, где природа всегда воспринималась как живая сила, такие звуки невозможно было считать случайностью. И даже сегодня, зная физику этого явления, трудно полностью избавиться от ощущения, что в этом звуке есть что-то большее, чем просто вибрация песка. Но пустыня — это только одна сторона Ирана, и, возможно, самая обманчивая. Стоит переместиться всего на несколько сотен километров к северу, и пейзаж меняется так резко, что кажется, будто вы оказались в другой стране или даже на другом континенте. Вдоль южного побережья Каспийского моря тянется узкая зеленая полоса. Она зажата между морем и горами, словно природный коридор, в котором сформировался совершенно иной мир. Здесь воздух влажный, насыщенный запахами растений и земли. Здесь идут дожди, текут реки, и жизнь буквально заполняет все пространство. Это герканские леса, одни из древнейших лесных экосистем на Земле. Когда вы входите в эти леса, создается ощущение, будто вы попали в прошлое. Не в историческое прошлое, а в доисторическую эпоху. В мир, который существовал задолго до появления человека в его современном виде. Эти леса существуют уже десятки миллионов лет. Они пережили ледниковые периоды, глобальные изменения климата и движение тектонических плит. Когда значительная часть подобных экосистем исчезла, герканские леса смогли сохраниться, словно изолированный остров времени. Некоторые виды растений, растущие здесь, практически не изменились с доисторических времен. Те же формы листьев, те же структуры, те же биологические механизмы. Это как живая музейная экспозиция, только без стеклянных витрин, все вокруг настоящее. Но лес — это не только растения, это еще и хищники. В этих густых, труднопроходимых зарослях обитает каспийский леопард, один из самых редких подвидов леопардов на планете. Это животное почти невозможно увидеть, оно скрытно, осторожно и идеально приспособлено к жизни в этом сложном рельефе. Ученые считают, что в природе осталось всего несколько сотен таких леопардов. Каждая встреча с ним — событие, которое можно считать уникальным. И даже камеры-ловушки фиксируют его появление крайне редко. Представьте себе этот контраст. Всего в нескольких сотнях километров от одного из самых жарких мест на Земле, где температура поверхности превышает 70 градусов, существует влажный, зеленый мир, наполненный жизнью. Мир, где растут дубы, каштаны и клены, где воздух прохладен и насыщен влагой, и где в тени деревьев может скрываться один из самых редких хищников планеты. И именно такие резкие, почти невозможные переходы делают Иран по-настоящему уникальным. Но природные контрасты Ирана на этом не заканчиваются, и, возможно, самое поразительное в этой стране — это то, как быстро один мир может смениться другим. Если переместиться на северо-запад страны, перед вами откроется еще один пейзаж, который сложно забыть. Здесь расположено озеро Урмия, место, которое когда-то считалось одним из крупнейших соленых озер в мире. Еще совсем недавно его площадь измерялась тысячами квадратных километров. Огромное водное пространство, простиравшееся до самого горизонта, отражало небо, создавая ощущение бесконечности. Это было не просто озеро, это была целая экосистема, важная как для природы, так и для людей.
Но за последние десятилетия ситуация изменилась, уровень воды начал стремительно падать. Причины этому сложны: изменение климата, строительство плотин, активное использование воды для сельского хозяйства. Все это постепенно лишало озера его главного ресурса, и сегодня значительная часть того, что раньше было водой, превратилась в соляную пустыню. На месте бывшего озера теперь можно увидеть бескрайние белые равнины, покрытые солью. Поверхность трескается под ногами, а ветер поднимает соляную пыль, создавая почти инопланетный пейзаж. Это уже не вода и не суша в привычном понимании. Это что-то промежуточное, словно след того, что здесь когда-то было. Но, пожалуй, самый странный и одновременно тревожный эффект проявляется в оставшейся воде. Иногда она приобретает ярко-красный оттенок. На первый взгляд это выглядит как нечто пугающее, будто сама природа подает сигнал тревоги. Но у этого явления есть объяснение. В экстремально соленой среде выживают особые микроорганизмы и водоросли. Они вырабатывают пигменты, которые и окрашивают воду в насыщенные красные и розовые цвета. Тем не менее, знание причины не делает это зрелище менее сильным. Если посмотреть на озеро Урмия с высоты спутника, оно выглядит как огромная красная рана на поверхности Земли. Контраст между белыми соляными полями и темно-красной водой создает ощущение, будто сама планета повреждена. И в этом образе есть определенная символика. Озеро Урмия – это не только природное явление, но и напоминание о том, насколько хрупким может быть баланс между человеком и окружающей средой. Даже такие масштабные и, казалось бы, вечные объекты могут измениться всего за несколько десятилетий. Но чтобы по-настоящему понять Иран, недостаточно смотреть только на его природу, какой бы удивительной она ни была. Потому что эта страна формировалась не только горами, пустынями и морями, она формировалась людьми. И чтобы увидеть Иран целиком, нужно сделать следующий шаг – заглянуть в его прошлое. В юго-восточной части страны археологи сделали открытие, которое заставило по-новому взглянуть на историю человеческой цивилизации. Здесь, среди сухих равнин и пустынных пейзажей, был обнаружен древний город Шахры-Сухте. Его название переводится как «сгоревший город», и уже одно это звучит как начало загадочной истории. Этот город существовал примерно 5000 лет назад, в то время, когда во многих частях мира люди только начинали переходить к оседлой жизни, здесь уже существовал крупный развитый центр. Шахры-Сухте был одним из крупнейших городов своего времени, с продуманной структурой, ремеслом, торговлей и, как оказалось, поразительно развитым уровнем знаний. Но настоящие открытия начались тогда, когда археологи стали внимательно изучать находки. Именно здесь был найден один из самых удивительных артефактов древнего мира – искусственный глазной протез. На первый взгляд это звучит почти невероятно. Но это реальный предмет, созданный руками людей, живших за тысячи лет до нашей эры. Протез был сделан из легкого материала, тщательно обработан и украшен тончайшими золотыми нитями, которые имитировали кровеносные сосуды глаза. Это не просто функциональный объект. Это работа, в которой сочетаются медицина, инженерия и эстетика. Ученые установили, что этот протез принадлежал женщине, жившей примерно в 2800 году до нашей эры. И это означает нечто гораздо более важное, чем просто наличие технологий. Это означает, что уже тогда люди не только пытались лечить, но и заботились о внешнем виде, о качестве жизни, о восстановлении утраченных частей тела. Другими словами, медицина в этом регионе начала развиваться на удивительно высоком уровне задолго до появления многих известных цивилизаций. Но даже это открытие не предел. Во время раскопок археологи обнаружили черепа со следами трепанации, древней хирургической операции, при которой в черепе делается отверстие. Сегодня это звучит как сложная и рискованная процедура, даже с современными технологиями. А теперь представьте, что подобные операции проводились 5000 лет назад. Но самое поразительное – не сам факт операции. На некоторых черепах были обнаружены следы заживления. Кости начали восстанавливаться, что означает, пациенты не просто переживали операцию, но и жили после нее. Это полностью меняет наше представление о возможностях древних людей. Для проведения подобных вмешательств требовались знания анатомии, понимание того, где можно и где нельзя воздействовать, а также определенные навыки и, возможно, даже примитивные методы обезболивания.
Представьте уровень точности, уверенности и опыта, который был необходим для этого в бронзовом веке. Это уже не просто выживание, это наука. И в этот момент становится ясно, древние жители этих земель были далеко не примитивными. Но их достижения не ограничивались медициной, потому что те же самые люди, которые умели проводить сложнейшие операции, были еще и выдающимися инженерами, способными решать задачи, от которых зависела жизнь целых регионов. И именно к этим инженерным решениям мы сейчас и переходим. Примерно 3000 лет назад на территории Персии появилось изобретение, которое до сих пор поражает своей простотой и гениальностью одновременно. Речь идет о системе водоснабжения, известной как канаты или киаризы. На первый взгляд это просто подземные тоннели. Но за этой простотой скрывается одно из самых продуманных инженерных решений древнего мира. В условиях засушливого климата, где вода — это вопрос выживания, персы смогли создать систему, которая обеспечивала целые города жизненно важным ресурсом. И делали это без насосов, без электричества и без современных технологий. Принцип работы канатов удивительно изящен. Все начинается в горах. Там выкапывается вертикальная шахта, которая достигает водоносного слоя, естественного подземного источника воды. Затем от этой точки прокладывается длинный горизонтальный тоннель с очень небольшим уклоном. Этот уклон рассчитан настолько точно, что вода начинает течь сама, под действием силы тяжести. Без давления, без механизмов, без вмешательства человека, после завершения строительства. По сути, это система, которая работает сама по себе, иногда на протяжении сотен лет. И именно в этом ее гениальность. Некоторые такие канаты достигают десятков километров в длину. Они проходят под землей, защищая воду от испарения в жарком климате, и выводят ее прямо к городам, деревням и сельскохозяйственным угодьям. Если представить масштаб этой системы в целом, он становится почти невероятным. Если сложить длину всех канатов на территории Ирана, получится сеть протяженностью в сотни тысяч километров. Это сопоставимо с расстояниями, которые охватывают целые континенты. Фактически, под землей существует скрытая инфраструктура, созданная тысячелетия назад, которая по своему масштабу может конкурировать с крупнейшими инженерными системами современности. И самое удивительное, многие из этих канатов продолжают работать до сих пор. Это делает их одной из самых долговечных и эффективных гидротехнических систем, когда-либо созданных человеком. Но на этом инженерные достижения Древней Персии не заканчиваются. Примерно в тот же исторический период в Персидской империи появилась еще одна система, которая изменила представление о расстоянии и скорости передачи информации. Это была одна из первых в мире государственных почтовых систем. Представьте огромную империю, простирающуюся на тысячи километров, от одних климатических зон к совершенно другим. Управлять такой территорией без быстрой связи практически невозможно. И именно эту задачу персы смогли решить. По всей империи была создана сеть специальных станций. Между ними передвигались курьеры, которые передавали сообщения от одного пункта к другому. Когда гонец достигал станции, сообщение передавалось следующему и так далее, пока оно не достигало своей цели. Это позволило передавать информацию с невероятной по тем временам скоростью. Фактически, это был прообраз современных логистических и коммуникационных систем. Греческий историк Геродот, наблюдавший за этой системой, был настолько впечатлен, что оставил описание, которое стало легендарным. Он писал о персидских гонцах так: «Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночь не останавливают их на пути». Эта фраза пережила тысячелетия, и позже она стала девизом почтовой службы США, одной из самых известных почтовых систем в мире. Это редкий случай, когда идея, возникшая в древней цивилизации, продолжает жить и влиять на современный мир. И чем глубже мы погружаемся в историю Ирана, тем яснее становится: перед нами не просто древняя культура, перед нами цивилизация, которая задала стандарты, опередившие свое время на тысячи лет. Но Иран — это не только древняя инженерия и археология. Это еще и истории, которые звучат как легенды, но при этом имеют вполне реальные корни.
Высоко в горах Эльбурс, среди суровых скал и холодных ветров, находится место, которое веками вызывало страх, восхищение и множество мифов. Это крепость Аламут. Ее часто называют «Орлиным гнездом», и это не просто красивая метафора. Крепость действительно расположена на вершине крутой скалы, словно вырастающей прямо из горного хребта. Подняться к ней можно только по одной узкой тропе, извивающейся вдоль обрывов. Снизу она кажется почти недосягаемой, а сверху открывается вид, который позволяет контролировать все вокруг на многие километры. Это было идеальное место не только для обороны, но и для создания центра силы, скрытого от посторонних глаз. В XI веке эта крепость стала ключевым пунктом одной из самых загадочных и обсуждаемых историй Средневековья. Ее захватил Хасан ибн Саббах, лидер исмаилитов, человек, чье имя до сих пор окружено легендами. Он превратил Аламут не просто в укрепление, а в стратегический центр, откуда управлял сетью людей, действующих по всей территории региона. Эта сеть вошла в историю под названием «Ассасины». Но за этим словом скрывается нечто гораздо более сложное, чем просто группа наемных убийц. Это была организация, основанная на дисциплине, терпении и абсолютной преданности. Люди, входившие в нее, могли годами жить рядом со своей целью, не выдавая себя, не привлекая внимания, растворяясь в повседневной жизни. Они становились частью окружения, соседями, слугами, торговцами и ждали, иногда годами, пока не наступал момент, который нельзя было упустить. И только тогда они действовали быстро, точно и без возможности для ошибки. Такая стратегия требовала не только подготовки, но и психологической устойчивости, которая даже сегодня кажется почти невозможной. Именно благодаря этим историям, по мнению многих историков, в европейские языки вошло слово «ассасин» — «убийца». Со временем оно утратило свой первоначальный контекст, но корни этого слова ведут именно сюда, в горы Ирана, к крепости, стоящей на вершине скалы. Но, как и во многих случаях в истории Ирана, здесь важно не только событие, но и место, где оно произошло, потому что сама география этой страны играет ключевую роль в том, как формировались ее истории. Горы, пустыни, изолированные долины – все это не просто фон, а активный участник событий. Иран – это страна, где ландшафт не только определяет климат, но и влияет на стратегию, культуру и даже мышление людей. И чтобы понять это, нужно посмотреть на карту еще раз, но уже с другой точки зрения, потому что география Ирана влияет не только на его историю. Она формирует сам характер страны. С запада Иран словно укрыт природной стеной. Это горы Загрос, одна из крупнейших горных систем региона, протянувшаяся более чем на 1000 километров. Они тянутся как массивный каменный барьер, отделяя внутренние территории страны от внешнего мира. Эти горы не просто формируют ландшафт, они веками играли роль естественной защиты. Через них сложно пройти, еще сложнее вести масштабные военные кампании. Именно поэтому Загросы стали своего рода щитом, который защищал внутренние области Ирана от вторжений и одновременно формировал изолированные регионы со своей культурой и образом жизни. Но если посмотреть на карту, становится ясно, Иран словно зажат между двумя мощными природными структурами. С севера страну закрывает хребет Эльбурс, еще одна грандиозная горная система. И именно здесь находится одна из самых впечатляющих точек всего региона – гора Демавент. Это самый высокий вулкан Ближнего Востока. Его высота превышает 5500 метров. И он возвышается над окружающим ландшафтом как гигантский ориентир, видимый за десятки, а иногда и сотни километров. В ясную погоду Демавент можно увидеть даже из Тегерана. Представьте, вы находитесь в шумном мегаполисе среди миллионов людей, машин и современных зданий, и где-то на горизонте поднимается заснеженная вершина древнего вулкана. Это зрелище само по себе уже создает ощущение контраста, но настоящая уникальность проявляется, когда вы начинаете перемещаться в пространстве. Всего в нескольких часах езды от столицы находятся горнолыжные курорты, настоящие зимние ландшафты, снег, морозный воздух, склоны, по которым спускаются лыжники.
А теперь представьте, в тот же самый день, спустившись обратно в город, вы можете оказаться в условиях, где температура превышает 30 градусов. Один и тот же регион, один и тот же день и два совершенно разных климата. Такие резкие переходы редко встречаются даже между странами, не то что внутри одной. Именно поэтому Иран так сложно описать одним словом. Здесь постоянно сталкиваются противоположности – холод и жара, горы и пустыни, древность и современность. И чем больше узнаешь об этой стране, тем сильнее возникает ощущение, что она не укладывается в привычные рамки. Кстати, если вам нравятся такие неожиданные факты о странах, истории и природе, поддержите это видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это помогает алгоритму YouTube показывать подобные истории большему количеству людей, а значит, дает возможность рассказывать еще больше таких удивительных историй. И поверьте, дальше будет не менее интересно, потому что мы только начинаем погружаться в то, чем на самом деле является Иран. А мы продолжаем. И чем дальше мы погружаемся в эту страну, тем яснее становится. Иран невозможно понять, рассматривая только его природу или только его историю. Здесь все переплетено – ландшафт, культура, идеи и вера. Иран – это еще и страна древних религий. Причем религий, которые оказали влияние далеко за пределами этого региона. Задолго до прихода ислама здесь господствовал зороастризм, одна из древнейших монотеистических религий в истории человечества. Она возникла тысячи лет назад и стала одной из первых попыток объяснить устройство мира через четкую систему добра и зла. Ее пророк Заратустра предложил идею, которая для своего времени была по-настоящему революционной. Он учил, что мир — это не просто хаотичное пространство, а поле постоянной борьбы между силами света и тьмы, добра и зла. Но самое важное, человек в этой системе не является пассивным наблюдателем. Он обладает свободой выбора. Каждое действие, каждое решение имеет значение. И именно от этих решений зависит судьба человека после смерти. Согласно учению, каждого ждет суд, момент, когда его поступки будут взвешены. Для современного человека эти идеи могут казаться привычными, но важно понимать, когда они появились, это было нечто совершенно новое. Именно поэтому многие историки считают, что из зороастризма в другие религии пришли ключевые концепции, которые мы сегодня воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Идея рая и ада, идея ангелов, идея финального суда. Все эти элементы, возможно, берут свое начало именно здесь, в Древней Персии. Но зороастризм — это не только философия, это еще и практики, которые сохраняются до сих пор. В некоторых зороастрийских храмах Ирана продолжает гореть священный огонь. И это не символ в переносном смысле, это реальный огонь, который поддерживается непрерывно. По традиции он не должен гаснуть ни при каких обстоятельствах. За ним следят, его оберегают, его передают из поколения в поколение. В некоторых случаях этот огонь горит уже более 1000 лет. Представьте себе это. Пламя, которое зажгли люди, жившие столетия назад, и которое продолжает гореть сегодня. Это не просто религиозный символ, это живая связь времен. Один из самых наглядных и удивительных примеров того, как культура может сохраняться, несмотря на войны, изменения власти и глобальные трансформации. Но Иран известен не только религией и древней историей. Его вклад в развитие науки и знаний оказался не менее значительным. Персидская цивилизация дала миру огромное количество научных достижений, без которых современный мир выглядел бы совершенно иначе. Один из самых ярких примеров – математик Аль-Хорезми. Именно он разработал основы алгебры, раздела математики, без которого невозможно представить ни инженерные расчеты, ни программирование, ни современные технологии. Более того, от латинизированной формы его имени произошло слово «алгоритм». И это уже звучит особенно актуально. Потому что каждый раз, когда ваш смартфон обрабатывает данные, когда работает приложение, когда алгоритмы анализируют информацию, все это в определенном смысле продолжение той научной традиции, которая зародилась 1000 лет назад. Но наука в Персии не ограничивалась математикой.
Персидский ученый Авиценна, известный также как Ибн Сина, создал труд, который на протяжении веков определял развитие медицины. Его «Канон врачебной науки» стал основным медицинским учебником в Европе почти на 600 лет. Это означает, что знания, сформированные в этой части мира, напрямую влияли на лечение, диагностику и понимание человеческого тела в совершенно других культурах и странах. И в какой-то момент становится очевидно, Иран — это не просто территория на карте. Это источник идей, которые до сих пор продолжают влиять на нашу жизнь, часто незаметно, но постоянно. А поэт, философ и астроном Омар Хайям стал еще одним примером того, насколько многогранной была персидская культура. Он создал календарь, точность которого сравнима с современными системами. И это особенно удивительно, если учитывать, что речь идет о расчетах, выполненных задолго до появления современных инструментов и технологий. Этот календарь учитывал движение небесных тел с такой точностью, что его погрешность была минимальной даже по сегодняшним меркам. Это еще раз показывает, знания, которыми обладали ученые того времени, были не просто передовыми. Они во многом опережали свое время. Но культура Ирана проявляется не только в науке, формулах и расчетах. Она живет в пространстве, в вещах, в деталях, которые окружают человека каждый день. Например, персидские сады. На первый взгляд это просто красиво организованные пространства с деревьями, водой и дорожками. Но на самом деле за ними стоит глубокая философия. Персидский сад — это не случайный набор растений. Это тщательно продуманная структура, где все имеет значение. Симметрия, расположение воды, направление дорожек, даже тень от деревьев. Интересно, что само слово «парадис» происходит от древнеперсидского слова, означающего «огражденный сад». То есть изначально рай воспринимался не как абстрактное место где-то вне мира, а как реальное пространство, созданное человеком, гармоничное, упорядоченное, защищенное от хаоса. Такие сады символизировали идею рая на земле. Место, где человек может найти баланс, тишину и ощущение порядка в окружающем мире. И эта идея оказалась настолько сильной, что распространилась далеко за пределы Персии, повлияв на садовую архитектуру в разных культурах, от Ближнего Востока до Европы. Но если сады — это пространство, то есть и предметы, в которых культура проявляется не менее ярко. Персидские ковры. На первый взгляд это может показаться просто элементом интерьера, но в действительности каждый такой ковер — это сложнейшее произведение искусства. Некоторые ковры содержат миллионы узлов. Их создание может занимать месяцы, а иногда и годы. Мастера вручную вплетают каждый элемент, следуя традициям, которые передаются из поколения в поколение. В этих узорах зашифрованы истории, символы, региональные особенности. Это не просто орнамент, это язык. И именно поэтому такие ковры ценятся не только как декоративные объекты, но и как инвестиции. Их стоимость может расти со временем, а редкие экземпляры становятся частью коллекций и музеев. Но как бы ни были впечатляющие наука, искусство и история, чтобы по-настоящему понять страну, этого недостаточно. Потому что настоящая жизнь всегда проявляется в повседневности, в том, как люди общаются, как они ведут себя друг с другом, какие негласные правила определяют их взаимодействие. В иранской культуре существует понятие «таароф», и это один из самых интересных и в то же время сложных элементов социальной жизни. Таароф — это система вежливости, но в гораздо более глубоком смысле, чем мы привыкли понимать это слово. Это набор социальных правил, жестов и намеков, которые регулируют общение между людьми. Иногда человек говорит одно, но на самом деле ожидается, что собеседник поймет скрытый смысл. Например, предложение может быть формальным, а отказ — ожидаемым. Или наоборот, отказ может означать вежливое согласие. Это своего рода культурная игра. Но игра не в легком смысле, а как сложная система взаимодействия, где важно чувствовать контекст, интонацию и намерение. Таароф помогает людям сохранять уважение, дистанцию и гармонию в общении.
И именно через такие, на первый взгляд, незаметные детали культура страны раскрывается по-настоящему. Потому что она проявляется не только в великих достижениях прошлого, но и в каждом разговоре, в каждом жесте, здесь и сейчас. Современный Иран — это не только древние традиции и историческое наследие. Это еще и динамичное, постоянно меняющееся общество, которое живет в ритме 21 века. Особенно ярко это проявляется в интернет-культуре. Несмотря на существующие ограничения, миллионы людей находят способы оставаться на связи с миром. VPN стал не просто техническим инструментом, а частью повседневной жизни. Через него люди общаются, читают, смотрят. Но самое интересное, они не просто потребляют контент, они его создают. Музыка, цифровое искусство, короткие видео, тексты – все это активно развивается, формируя особую онлайн-культуру, в которой сочетаются местные традиции и глобальные тренды. Интернет в Иране – это не только пространство свободы, но и пространство творчества. И это творчество не ограничивается виртуальным миром. В Тегеране, огромном мегаполисе с миллионами жителей, существует параллельная культурная сцена. Здесь проходят подпольные концерты, закрытые художественные выставки и литературные чтения. Иногда они организуются в квартирах, иногда в неожиданных пространствах, известных только своим. Это неофициальная культура, но при этом она живая, активная и постоянно развивающаяся. И именно здесь возникает уникальное ощущение. Культурная жизнь Ирана существует сразу в двух измерениях. С одной стороны, официальная, регулируемая и видимая. С другой – скрытая, гибкая и во многом более свободная. И эти два слоя не противоречат друг другу напрямую. Они сосуществуют, переплетаются и вместе формируют сложную, многослойную реальность. Но есть еще один элемент культуры, который объединяет людей независимо от времени, статуса и взглядов – это еда. Персидская кухня считается одной из древнейших в мире, и, как и многое в Иране, она формировалась на протяжении тысячелетий, впитывая в себя влияние разных регионов, климатов и традиций. Здесь еда – это не просто способ утолить голод, это часть общения, часть культуры, часть семьи. На севере страны, где климат более влажный и мягкий, популярны блюда из рыбы, риса и свежей зелени. Эти блюда часто имеют более легкий вкус, но при этом остаются насыщенными и ароматными. Одно из самых известных блюд – тахдик. Это хрустящая золотистая корочка из риса, которая образуется на дне кастрюли во время приготовления. С точки зрения кулинарии это всего лишь побочный эффект, но в реальности это самая желанная часть блюда. Во многих семьях именно за нее разворачивается настоящая битва за столом. Каждый хочет получить кусочек, и это становится частью семейной традиции, почти игрой, которая повторяется снова и снова. В центральных регионах страны кухня становится более насыщенной и сложной. Здесь популярно блюдо фесенджан – рагу из курицы или утки, приготовленное в густом соусе из граната и грецких орехов. Это сочетание сладкого, кислого и насыщенного вкуса создает уникальный кулинарный баланс, который сложно сравнить с чем-либо еще. А на востоке страны выращивают одну из самых ценных специй в мире – шафран. Иран производит большую часть мирового шафрана. Это трудоемкий процесс. Цветы собираются вручную, а затем из них извлекаются тончайшие нити, каждая из которых имеет высокую ценность. Именно поэтому шафран называют красным золотом. Он используется в кулинарии, медицине и даже в косметике, а его цена может достигать впечатляющих значений. Но, как и многое в Иране, значение кухни выходит далеко за пределы самой страны, потому что влияние Ирана распространяется далеко за его границы. Сегодня миллионы людей иранского происхождения живут в разных странах мира. Они сохраняют язык, традиции, рецепты, культуру и одновременно адаптируют их к новым условиям. Таким образом, Иран продолжает существовать не только как географическое пространство, но и как глобальная культурная сеть, которая связывает людей на разных континентах. И это еще одна грань страны, которую невозможно увидеть, просто взглянув на карту. Одним из самых известных центров иранской диаспоры сегодня считается район Лос-Анджелеса, который неофициально называют Тегеранджелес. Это название звучит почти шутливо, но за ним скрывается вполне реальное явление.
Здесь сформировалась одна из крупнейших персидских общин за пределами Ирана. Целые кварталы, где можно услышать фарси, увидеть вывески на родном языке и почувствовать атмосферу, которая во многом напоминает сам Тегеран. В этом районе работают иранские телеканалы, вещающие для диаспоры по всему миру. Открыты рестораны, где готовят традиционные блюда по старинным рецептам. Существуют культурные центры, где проходят мероприятия, концерты и встречи. Это не просто иммигрантская среда, это продолжение культуры, но уже в другом географическом пространстве. Люди, покинувшие страну, не потеряли свою идентичность. Они адаптировались, но при этом сохранили связь с корнями. И эта связь проявляется не только в культуре, но и в профессиональной сфере. Иранские инженеры сегодня работают в крупнейших технологических компаниях мира. Они участвуют в разработке программного обеспечения, искусственного интеллекта, сложных инженерных систем. Ученые и предприниматели иранского происхождения становятся частью глобального научного сообщества, участвуют в исследованиях, создают стартапы, запускают новые проекты. И во многом именно они стоят за технологиями, которыми мы пользуемся каждый день. Это еще одно проявление глобального влияния древней цивилизации. Влияние, которое не ограничивается прошлым, а продолжает развиваться прямо сейчас, в современном мире, в новых формах и контекстах. Но при всем этом важно помнить, несмотря на глобализацию, изменения и движение людей по всему миру, сам Иран остается страной удивительных контрастов. И, возможно, именно в этом его главная особенность. Здесь можно увидеть пустыню, где температура поверхности превышает 70 градусов, место, где жизнь почти невозможна. И всего в нескольких сотнях километров зеленые леса, существующие десятки миллионов лет, наполненные влагой, тенью и жизнью. Здесь можно найти древний город, в котором 5000 лет назад проводились хирургические операции, и осознать, насколько глубоки корни знаний в этой культуре. И в то же время оказаться в современном мегаполисе с миллионами жителей, небоскребами, трафиком и цифровой жизнью. Здесь можно утром подняться на горнолыжный курорт, оказаться среди снега и горного воздуха, а уже через несколько часов стоять в жаркой пустыне, где земля буквально излучает тепло. Такие переходы кажутся невозможными, но в Иране они реальны, и именно это делает его не просто страной, а пространством, где сосуществуют разные миры одновременно. И, возможно, именно поэтому Иран так трудно понять, если смотреть на него только с одной стороны. Возможно, именно поэтому Иран так трудно понять через новости, потому что новости по своей природе упрощают. Они вырывают отдельные события из контекста, превращают сложные процессы в короткие заголовки и создают ощущение, будто все можно объяснить несколькими словами. Но Иран — это не та страна, которую можно уместить в один сюжет или один экран. Она слишком многослойна, слишком противоречива, слишком глубокая. Это место, где история измеряется не веками, а тысячелетиями, где каждый регион, каждый город, каждая долина может рассказать свою собственную историю, и все они будут разными. Здесь горы, пустыни и города не просто существуют рядом. Они формировали цивилизацию на протяжении 7000 лет. Горы защищали и изолировали, пустыни испытывали и закаляли. Города становились центрами знаний, торговли и культуры. И все это происходило одновременно, переплетаясь в единую сложную систему. И, возможно, самое удивительное — это то, что прошлое здесь не исчезло. Оно не осталось где-то в учебниках или музеях. Оно продолжает жить рядом с настоящим. В архитектуре, в традициях, в языке, в людях. Именно поэтому, чтобы по-настоящему понять Иран, недостаточно просто читать о нем. Нужно попытаться почувствовать его масштаб, его глубину, его контрасты. А теперь интересно услышать вас. Какой факт из этого видео удивил вас больше всего? Может быть, древний искусственный глаз, созданный 1000 лет назад? Или подземные водные тоннели, которые до сих пор работают без насосов? А может, сам факт того, что в одной стране одновременно существуют джунгли, раскаленные пустыни и горнолыжные курорты?
Напишите об этом в комментариях. Будет интересно увидеть, что именно зацепило вас сильнее всего. Если вам было интересно это путешествие, обязательно подпишитесь на канал. Здесь мы не просто рассказываем факты, мы разбираемся в том, как устроен мир и почему он гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. И впереди еще много историй. О местах, событиях и находках, которые на первый взгляд могут показаться простыми, но чем глубже в них погружаешься, тем более удивительными они становятся.